Итак, друзья, подошел к завершению ремонт по замене ГБЦ. Ну, заодно сделал небольшую косметику. Вот так теперь выглядит моторный отсек Бобкэта. Ну, особо не старался, но все-таки. Значит, в Бобкэте была поменена прокладка, поставлены, отремонтированы форсунки, поменены все шланги. Это я заодно поменял. Значит, отрегулированы клапана, поставлены новые все прокладки, которые требовались, поставлены ремни новые. Значит, ремень генератора, ремень вентилятора и ремень гидравлики. Значит, поставлены все новые фильтра, поставлен новый, видно, не видно, новый генератор, новый стартер, новый аккумулятор, естественно. Что еще сделано? Ну и сделал, конечно, небольшую там чистку двигателя, косметику навел, поменял все жидкости, то есть, соответственно, мотор, антифриз, залил зеленый антифриз туда. Вот, так что теперь Боб как новый. Вот. Обратите внимание, если вы столкнетесь с заменой, с пробоем прокладки, обращайте внимание, конечно, на головку блока, на состояние форсунок, раз уж полезли, потому что, например, у меня форсунки некоторые текли. Соответственно, я отремонтировал форсунки, и Боб вообще по-другому стал работать. Также обращайте внимание на жидкости, заливайте хорошие жидкости, меняйте почаще, чтобы машинка служила дольше. Поменяйте обязательно ремни, если вы не меняли, потому что они снаружи кажутся, что целые, хорошие, а на самом деле они уже подуставшие, вот в моем случае были. Также смазывайте все агрегаты, не забывайте про приводной отсек. Там нужно пользоваться вакууматором. Это многие владельцы забывают. Здесь он находится, вот посередине, прям под кронштейном пробка откручивается просто трещоткой, без каких-либо насадок. Квадратиком прям вставляете, выкручиваете, высасываете оттуда жидкость, потому что нет сливного бака. И заливаете новую. Также топливо заливаете качественное. Здесь гидравлическая жидкость. Смотрите за уровнем гидравлической жидкости. Смотрите за уровнем масла. Не обязательно заливать максимум масла. Щуп, напоминаю, вот здесь находится. Лейте хорошее качественное масло. Что еще можно сказать? Да и все, обслуживайте технику. Это все делается недолго. Вот у меня на все про все, с учетом косметики, ушло 6 часов на сборку. Но я промыл все качественно, со всеми промывками, как положено, сделал. Вот. Так что Боб еще будет работать, служить. Если есть какие-то вопросы, задавайте, обращайтесь. Что касается ремней, я вот у черных дилеров заказал ремни, отдал 17 тысяч вместе с прокладкой. Но и в результате у меня 2 ремня не подошло. Я поехал в обычный автомагазин. Мне просто лень было изначально снимать ремни. Поехал в обычный автомагазин со снятыми ремнями вентилятора и генератора. И все идеально подошло. Так что учитесь на моих ошибках. Ремни стоили 250 рублей, а не как у дилеров по 1000, 2 и так далее. Соответственно,
Если интересно, я могу написать про ремень генератора, рассказать что-то, потому что на самом деле ничего такого сложного, сверхъестественного нет. И не таких уж это и большие, не такие большие затраты. Мне там все вместе обошлось с учетом там всех промывок, красок и так далее, там в районе 25 000 рублей. Все агрегаты. Ну, за исключением, конечно, генератора и стартера. То есть все, что касалось прокладки, вот 25 000 рублей и 2 дня работы. Один день снял, поездил по городу, покупил все и уже поставил. Соответственно, у меня видео есть по поводу регулировки клапанов. Это, конечно, важно. И ну, больше тут особо важного ничего нет. И затяжки головы. Голову обязательно затягиваем там от 90 до 100 ньютон-метров. Двигатель должен поработать в районе 30 минут. Потом проверяем затяжки болтов заново. Но я, честно говоря, после заводки не проверял затяжки болтов. Я это сделаю позже, после дня эксплуатации. Не знаю, правильно, неправильно, просто я уже за сегодня устал, поэтому не хочется опять все разбирать. Вроде ничего не течет, все четко работает, заводится с полоборота, поэтому смысла я никакого особого не вижу, но все равно это сделать не придется. Вот, также головку блока обязательно проверяйте. У меня есть отдельное видео по поводу головки блока. Ну, смотрите, как работает соленоид при запуске. То есть у кого-то, если плохо заводится, обращайте внимание на соленоид. А также аккумулятор должен быть 90-100 ампер обязательно, иначе он крутить не будет. Эти дохлые аккумуляторы, которые продаются в лентах, они не крутят. Также промывайте систему охлаждения обязательно. Я сделал промывку, и мне показалось, что это я сделал не зря, потому что у меня куча всякой нечисти вот из этого отверстия вылилось. Также следите за ТНВД, не давайте двигателю завоздушиваться, чтобы, если вы производите такие же работы, обязательно выкрутите или не закручивайте данные трубки, которые идут на форсунки. Нажмите на старт, чтобы не продуло, когда польется, чтобы полилось топливо из этих трубок. Потом уже закрывайте, потому что ТНВД не любит воздух и работать впустую. Также следите за роликами вентилятора, например. Вот мне уже скоро придется менять ролик вентилятора. Это тоже немаловажно. Фильтра меняйте обязательно, потому что техника, если вы тем более купили бэушную технику, в моем случае я покупал ее не новый, и изначально надо было все сделать, то есть не ездить на ней, а все разобрать и заново собрать с новыми запчастями и уже знать, что все стоит то, что нужно. Может быть, тогда бы я и не рисканул с двигателем, потому что к двигателю можно было хорошо прилипнуть с этим. Так что вот так вот, ребята. Всем пока-пока.